Добрый день, рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать подарок на 8 марта. Это резинка для волос в виде ромашки. Резинка выглядит вот так. Достаточно красивая и не требует много времени для вязания. Ромашку можно связать как в белом, так и в голубом варианте, какой вам больше нравится. Для работы я беру пряжу Пехорка детская новинка, цвет, естественно, белый или голубой, желтый и зеленый. И нужна будет сама резинка. Итак, приступим к вязанию. Для начала работы берем пряжу желтого цвета и в скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем петлю и замыкаем в кольцо. Второй ряд. 1 петля на подъем. В каждую петлю делаем прибавку, провязываем по 2 столбика без накида. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так продолжаем вязать до конца ряда. Столбик, в следующую петлю прибавка. В конце этого ряда у нас получится 18 столбиков. Теперь ниточку отрезаем, и пока эту деталь мы откладываем в сторону. Сейчас берем пряжу зеленого цвета, набираем в скользящую петлю 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд. В каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида, делаем прибавки. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. В третьем ряду будем ввязывать резинку. 1 петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. Затем 1 воздушная петля. Берем резинку, прикладываем ее вот так. За резинкой заводим крючок. Следующую петлю пропускаем, во вторую петлю делаем прибавку. То есть там, где мы сейчас набрали воздушную петлю, вот здесь сделали дырочку, это у нас считается за столбик. Дальше 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Далее набираем воздушную петлю. Я сейчас резинку пододвину, чтобы у меня аксессуар остался внутри. Также заводим крючок за резинку, следующую петлю пропускаем, потом делаем прибавку. И довязываем ряд до конца. В одну петлю столбик, во вторую прибавка. Далее мы зеленую пряжу отрезаем. Вот что у нас должно получиться. Берем наш желтый кружочек, и теперь мы будем их сшивать вместе. Как мы это делаем? Пряжей белого цвета подцепляем петельки желтого кружка, зеленого, и белой пряжей провязываем столбик без накида. В следующую петлю желтого и зеленого цвета продеваем крючок, провязываем столбик. И так мы делаем по всей окружности, каждую петельку. Немного не довязывая, я хочу набить цветок синтепоном, чтобы он получился немного объемный. Совсем чуть-чуть набиваем синтепоном и продолжаем закрывать петли. Закрыли все петли, смотрим, что у нас получилось. Основание для цветка готово, и теперь будем вязать лепестки. Там же, где мы закончили обвязку,
Продолжаем вязать. Вытягиваем петлю. Далее делаем накид. Сюда в эту же петлю продеваем крючок, зацепляем нить, вытягиваем. Делаем накид, продеваем, вытягиваем. Снова вытягиваем. И так делаем 5 раз. Затем соединительная петля, в крайнюю ниточку продеваем крючок, провязываем столбик без накида, закрепляем. 3 воздушные петли. В основании петель вот так продеваем крючок, соединительная петля. 3 воздушные петли. Сюда, в эту же петлю, куда мы сейчас вязали лепесток, продеваем крючок, провязываем соединительную петлю. Вот такой лепесток у нас должен получиться. В следующую петлю провязываем столбик без накида, в следующую столбик и вытягиваем петлю. И так нам нужно сделать 5 раз. 2, 3, 4, 5. Соединительная петля. В крайнюю ниточку продеваем крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли в основании. Продеваем крючок, соединительная петля. 3 воздушные петли. Сюда в эту же петлю соединительная петля. То есть лепесток мы провязываем в каждую вторую петлю. Сейчас снова переходим к следующей петле, провязываем столбик без накида. Во вторую петлю столбик и вытягиваем. Провязываем следующий лепесток. 2, 3, 4, 5. Соединительная петля. В крайнюю провязываем столбик. 3 воздушные петли. Делаем пико. 3 воздушные петли. В эту же петлю провязываем соединительный столбик. И такие лепестки мы вяжем по кругу до конца ряда. Довязала до конца ряда, всего у нас получается 9 лепестков. Посмотрите, какая красивая резинка у нас получилась. Так она выглядит со всех сторон. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!